Привет! В прошлом ролике я призвал вас ставить лайки для того, чтобы вышло видео про фриланс. И это вроде бы как была шутка, но некоторые восприняли ее слишком серьезно. Поэтому, чтобы не было никаких недоразумений, вот оно. Сразу хочу предупредить, что это видео скорее развлекательное, как и все остальные видео на моем канале. Здесь не будет подробного руководства о том, на какие сайты нужно идти и что делать. Об этом уже высказывались многие до меня, и повторять одну и ту же информацию я не вижу смысла. Например, хороший ролик есть на канале CG Speak, ссылку я оставлю в подсказке. Я же хочу поделиться некоторыми ситуациями, которые происходили со мной при работе с заказчиками, и на их примере показать, как делать не нужно. Но если вам также интересны более практические советы, то дайте знать об этом в комментариях. Если желающих будет много, то подобное видео я тоже сделаю. Не обещаю, что это будет очень скоро, но я в любом случае буду иметь в виду. А перед началом у меня есть небольшое объявление. Если вы устали от многочасового рендеринга сложных сцен, а ваш старый компьютер не справляется с таким количеством слоев и текстур, то есть отличное решение от компании HyperPC, которое позволит существенно ускорить процесс вашей работы. HyperPC Nano. Это компактный и стильный ПК, который отлично подойдет как для творческой работы, так и для игровых новинок. Компьютер построен на базе новейших комплектующих. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070, процессор Intel Core i7-9700KF, материнская плата Intel Z390 чипсет Mini ITX и 32 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает высокий прирост производительности по сравнению со многими другими ПК. Объем его корпуса всего 7,6 литра. Он действительно супер компактный и поставляется вот в такой вот сумке, что очень удобно. Кроме того, HyperPC предоставляет гарантию 3 года, возможность апгрейда, а также полную настройку и оптимизацию под задачи с помощью драйверов NVIDIA Studio. Данный компьютер определенно стоит внимания, ссылку на него я оставлю в описании. И давайте перейдем к теме видео. Полноценно работать я начал всего 1,5 года назад. В тот момент передо мной остро встал вопрос с жильем. Мне нужно было снимать квартиру и начать как-то обеспечивать себя финансово. До этого я в течение нескольких лет занимался разного рода подработкой, но доход был слишком маленьким и нерегулярным. Пока в один день, в 11 часов утра, да, для меня это утро, меня не разбудил звонок с неизвестного номера. Это был человек, с которым когда-то работала моя мама. Она же и передала ему мои контакты. И ему нужен был 3D-художник для одного из своих проектов. Он занимался разработкой приложения с дополненной реальностью. Это, если кто не знает, когда вы наводите камеру телефона на определенный маркер, денежную купюру или вашего кота, и на экране появляется анимированная 3D-модель. Конкретно для этого приложения многие модели создавались на основе 3D-сканов, и моя задача заключалась как раз-таки в работе с ними. Дело в том, что изначально 3D-сканы получаются максимально искореженными. В них могут быть огромные дыры, вплоть до того, что вообще отсутствуют некоторые части тела. Где-то наоборот появляются какие-то непонятные отростки и еще много всяких других приколов. Иногда некоторые части сканируют дополнительно, например, голову или руки, и тогда нужно совместить несколько моделей, которые, ко всему прочему, еще и черти как находятся в пространстве. Часть модели приходилось доделывать самостоятельно, некоторые вообще отрезать и делать с нуля. Также мне нужно было наложить текстуры с фотографий, которые мне присылали вместе со сканами. И вот этот тот еще гемор был серьезным. Казалось бы, просто накладываешь фотку и красишь. Но я постоянно сталкивался с тем, что при наложении фотография не совпадала с моделью. И дело даже не в тех перспективных искажениях, о которых я говорил в прошлом видео. Складывалось ощущение, что сканировали и фотографировали человека в разные дни. И скорее всего так оно и было. Из-за чего появлялись серьезные несостыковки в посадке костюма, лишние складки и тени. На некоторой одежде был рисунок, который нужно было перенести на модель. Но на фотографиях этот рисунок был закрыт какими-то другими элементами. Мне приходилось изощряться и вручную дорисовывать порой какие-то психоделические паттерны. Никакого коннекта между командой не было. Мне постоянно вставляли палки в колеса кривыми сканами и фотографиями. И не удивлюсь, если я в свою очередь делал то же самое аниматорам, которые работали с моими моделями. Человек, который это все курировал, очень поверхностно шарил в происходящем. И, к сожалению, я это понял слишком поздно. При первом нашем разговоре мы договорились на тестовое задание, с оговоркой на то, что оно будет оплачено, когда проект будет реализован. Так делать не нужно, как и то, о чем я буду рассказывать дальше. Тогда я был сонный, и меня слишком обрадовала перспектива того, что у меня будет полноценная работа. К тому же, в тот момент у меня не было опыта в общении с заказчиками, и я не додумался обсудить самое главное – сроки и размер оплаты. И, как это ни странно, подобные проблемы при работе с этим человеком возникали постоянно. Каждый заказ был срочным и должен был быть выполнен как можно скорее. Иногда были четкие дедлайны, и мне приходилось перерабатывать до ночи, чтобы все успеть. А потом оказывалось, что не так уж все и срочно нужно было.
Однажды я работал до 7 утра, чтобы уложиться в сроки, после чего выполненный заказ лежал неделю, пока о нем не вспомнили. При этом мне названивали по несколько раз в день с вопросами «ну чё там?». Звонки могли быть и в 10 часов вечера, что нарушало уже все границы, не говоря уже о выходных. Конкретная сумма оплаты обговаривалась очень редко. Спустя несколько месяцев работы я все же стал пытаться договориться о ней заранее, на что получал отмашки в духе «потом решим». Деньги я получал не сразу и частями. Мне приходилось ждать недели, а то и месяца до полной выплаты. Работа была нерегулярная, зато куча обещаний на тему того, что вот сейчас мы запустим проект и работа попрет. Надо только немного потерпеть и вообще меня возьмут на хороший оклад. Вся эта история больше походила не на фриланс, а на отношения работодатель-подчиненный, где первый пытается в бизнес, но что-то не очень у него получается. В конечном итоге меня это начало бесить. Мне постоянно не хватало на квартиру из-за задержек с оплатой. Зато я вдоволь наелся лапши, которую мне вешали на уши все это время, обещая светлое будущее. Конечным гвоздем стала та самая история с перспективой. Это был скан одного известного некогда музыканта. Я сделал работу, ее утвердили, и я уже получил оплату. Спустя где-то неделю мне прилетает задача поменять ему штаны. Ну, знаете, это топовый фасон, где задница на коленях. Я сразу же предупредил, что для анимации подобная одежда не подходит, тем более учитывая то, что модель должна была сидеть в позе лотоса. На что мне сказали, мол, все, к делу и разберемся. Как вы понимаете, они не разобрались. Как я и предполагал, подобная модель оказалась непригодной для анимации, и они остановились на первоначальном варианте. Потом, внезапно, лицо модели становится не похожим на фотографии. Челюсть широкая, нос большой, шея узкая и вообще он тут какой-то молодой. Вместе с тем меня просят сделать геометрию головы более симметричной, якобы это удобнее для анимации. Мои слова о том, что это наоборот убьет всю схожесть, были проигнорированы. Вместо этого меня просят заново наложить текстуры, якобы дело в них. Мы устраиваем конференции в скайпе, где по демонстрации экрана начинаем сравнивать модель в разных программах. Якобы в это он похож, а в это не похож, а на фотках он вообще другой. Тут у него нос больше, а тут меньше, при том, что это один и тот же файл, открытый в разных программах, при разном освещении и с разным углом камеры. Я пытаюсь объяснить это на протяжении нескольких часов, а меня сначала просят перетекстурить, а потом вообще переделать все с нуля со словами «Так уж и быть, я тебе даже доплачу за это». Блин, какая щедрость, мужик, спасибо. Меня просили переделать модель, потому что вьюпорты разных программ отображают ее по-разному. Ко всему прочему, в одной из программ этот чел забыл включить отображение Normal Map, что стало известно только на вторую неделю. Потом мне предъявляли за то, что модель перестает быть похожа на себя при анимации, и казалось бы, при чем тут я? Разбирайтесь с аниматором. Ситуация дошла до полного абсурда, и я вообще отказался что-либо дальше делать. И так нужно было поступить еще с самого начала, когда меня попросили сделать эти дебильные штаны, даже не собираясь за них доплачивать. Перед тем, как брать заказ, вы должны обговорить сроки, сумму и объем работы, который в нее входит. Дополнительные задачи должны оплачиваться отдельно, а если работу приняли и вы получили за нее деньги, то и ничего переделывать вы не обязаны. И, конечно же, обе стороны должны соблюдать границы. Звонки в 10 часов вечера, повышенный тон и мат при общении с исполнителем говорит о том, что с этим человеком работать не стоит. Долгое время на мне просто ездили, кормились завтраками и не доплачивали. А то самое тестовое задание мне не оплатили до сих пор, хотя проект уже в реализации. В тот же период времени мне пришло первое предложение работы на ArtStation. Это был представитель какой-то русской сети продуктовых магазинов, которые вот-вот должны были открыться. Им нужно было разработать маскот, такого доброго толстячка в поварской шляпе, и именно за этим они обратились ко мне. Я сразу же предупредил, что являюсь 3D-художником и, соответственно, заниматься разработкой буду в 3D. На тот момент моего собеседника все устроило, и мы перешли к обсуждению условий. Но на самом деле мне следовало сразу ему отказать. Я никогда и нигде не позиционировал себя дизайнером. Разработкой концепта должны заниматься другие люди и точно не в 3D. Это было вне моей компетенции, но мне все еще нужна была работа. Этот заказ я оценил в 10 тысяч рублей и даже хотел еще немного снизить цену, потому что боялся, что она отпугнет заказчика. Но сейчас я понимаю, что даже это чертовски мало. Подобный объем работы должен стоить минимум в 2, а то и в 3 раза дороже. Потому что помимо разработки самого дизайна, в эту стоимость также входит создание полноценной 3D-модели. Кроме того, со стороны заказчика было еще одно условие. Он попросил, чтобы я сделал один набросок головы перед тем, как он переведет предоплату. Якобы, чтобы удостовериться, что я правильно понял ТЗ. Я согласился, и это был
Еще один максимально тупой поступок с моей стороны. Суть предоплаты как раз таки и заключается в том, чтобы у вас были гарантии, и чтобы заказчик не слился в процессе. Да, может он и не получит готовую работу, но тем не менее вы уже потратили на нее время. Даже если у вас просит всего один скетч, он должен быть оплачен. У меня ушло около 2-3 часов на создание головы, после чего я скинул скриншот заказчику, и он слился. Просто прочитал мое сообщение и не ответил. Это крайне некрасиво с его стороны. Даже если тебя что-то не устраивает, то об этом следует сказать. Я ждал его ответа несколько дней, гадая, будет ли у меня этот заказ, не будет, строить ли мне планы какие-то, искать ли мне другую работу или что мне вообще делать, просто ответь да или нет. Но, опять же, этого всего не случилось, если бы я не подстраивался под сомнительные условия, а лучше бы изначально отказался от этого заказа. Тут есть такой момент, на который люди, незнакомые с данной сферой, почему-то не обращают внимания. Мне часто пишут с вопросом, могу ли я сделать логотип, анимацию или танк какой-нибудь. При том, что в моем портфолио представлены только персонажи. И там даже сносочка есть, что я художник по персонажам. Но почему-то некоторые люди уверены, что какая-нибудь няшная девочка и танк — это одно и то же. И что если я знаю, как выглядят девочки, то я знаю, как выглядит военная техника, и очень, видимо, люблю ее делать, раз в портфолио нет ни одной подобной работы. Если вы являетесь заказчиком и вам нужна, например, модель солдата, то ищите художника, в портфолио которого представлены работы именно этой тематики. Если же вы сами художник, работаете на фрилансе или хотите устроиться в какую-нибудь студию, то выставляйте только те работы, которые, грубо говоря, соответствуют проекту вашей мечты. Хотите устроиться в Дисней и делать принцесс? Уберите из своего портфолио интерьеры, оружие и технику, которую вы когда-то там делали ради практики. Это сбивает потенциальных заказчиков с толку. Они не понимают, на чем вы специализируетесь и будет ли вам интересно работать над проектами, которые они хотят вам предложить. Это правило также работает при ведении соцсетей. Если человек подписался на вас из-за рисунка с принцессами, то он и дальше рассчитывает видеть от вас подобный контент. Посты другой тематики в лучшем случае он будет просто игнорировать, а кого-то они могут даже злить, мол, какого черта, я тут ради другого. В результате у вас будет вялый актив и куча недовольства. Смотря на эти истории со стороны, кажется, что в подобной ситуации окажется лишь идиот. Но когда этим идиотом оказываешься ты, осознать происходящее становится довольно сложным. Зачастую заказчики пытаются вами манипулировать или перевести отношения в дружеское русло, чтобы в дальнейшем просто пользоваться вами. По этой причине большинство рабочих вопросов я сейчас стараюсь решать в письменном виде. При личном общении или разговоре по телефону гораздо проще запудрить вам мозги. Отследить это получается далеко не всегда, особенно если у вас нет опыта. Поэтому прежде чем соглашаться на какие-либо предложения, я рекомендую взять перерыв и спокойно все обдумать. Если в этот момент ваш собеседник начнет настаивать, что решать надо прямо сейчас и другого шанса не будет, то смело шлите его куда подальше. Вами пытаются манипулировать. Будьте уверены в себе. Это ваша жизнь, и именно вы принимаете в ней решения. Не бойтесь предлагать свои условия. Не стоит обесценивать свою работу и время. И, конечно же, умейте говорить «нет». За то время, что я веду канал на YouTube, мне поступало огромное количество предложений. И я отказывался в подавляющем большинстве случаев по разным причинам. Иногда у меня просто не было времени, какие-то люди казались неадекватными, и мне бы не хотелось с ними работать. Кто-то был слишком молод, и я понимал, что он не сможет оплатить мою работу. Конечно, поначалу особого выбора нет, и отказывая всем подряд, вы рискуете остаться без работы в принципе. Но если вы чувствуете, что человек проблемный, то лучше сразу ему отказать. Никакие деньги не стоят тех нервов, которые вы на него потратите. Руководствуясь этими принципами, проблем с заказчиками у меня, по крайней мере на данный момент, больше не было. Люди, с которыми я работал последние несколько месяцев, были адекватными и приятны в общении. И если вы смотрите это, то привет. Если подобные истории с заказчиками были у вас, то обязательно расскажите о них в комментариях. Работу, которую я делал на фоне, вы, как всегда, сможете найти в моей группе ВК. Ссылка на нее есть в описании, как и на остальные мои соцсети. Спасибо за просмотр и пока.